Еще один прекрасный день в Португалии. Ну, по вашим просьбам я решил снять видео, где расскажу 5 самых главных вещей, которые мне очень нравятся в Амеле, и 5, которые я считаю надо как-то решать, которые меня реально бесят. Ну, не то чтобы прям уж сильно, но есть 2, которые я считаю, ну, так хочется сказать, чем они думали. Начнем с неприятных вещей. Вот эти 2 задние бэкстей, то, что называется standing backstays, это такой дизайн, который имеет свое преимущество, когда у тебя один бэкстей и дальше сплит на 2 других. И любой дизайн — это компромисс. И компромисс этого дизайна в том, что если ветер, скажем, в корму, градусов 15 влево-вправо от центра, они начинают вибрировать. И эта вибрация передается вниз, в корпус, и спать в принципе невозможно. Решение, в общем-то, мне 2 Амель предложил. Решение первое — это никогда не вставать в марину кормой к ветру. И я бы рад, но это не всегда возможно. Вот, например, вот у меня короткий шланг электрический. Это раз. Ну и ветер имеет тенденцию что? Меняться. Это 2. Ну и второе решение — это, говорит, так вот привязать бэкстей, соединить их в центре и оттянуть вниз. Это, в принципе, помогло до какой-то степени. Это было, в принципе, решение. Это первая вещь. Вот если бы ее как-то изжить перманентно, наверное, моему счастью уже не было предела. А так есть маленькая вещь, которая огорчает. Следующая приятная вещь. Вот что мне нравится, больше всего, это защищенный кокпит. Вот этот. Яхтинг перестал быть, ну, когда в океане большая волна, и 3 дня подряд идет дождь, и сильный ветер, и ты все время мокрый, а надо паруса с ними что-то делать, там, добавлять, убирать. Ну, вот в такой схеме это прям приятное занятие. У меня там где-то с прошлой яхты лежит, как он называется, Fall Weather Gear, очень хороший, там, купленный там от HH и Хилли Хансен и все такое. Не пригодилось пока что ни разу. То есть вот первое, что я люблю, это вот этот защищенный кокпит. Поставив то, что они называют Winter Enclosure, зимнюю вот эту штучку, в принципе, он практически водоизолирован. Редко-редко вода попадает. Ну, где-то вот здесь вот капает немножечко. Это вещь, которая номер 1, которую я считаю просто гениально сделана. Я когда искал яхту, думал, ну, может быть, взять Pilot House. Но никто не делает Pilot House кораблей больше. Все предпочитают иметь открытый штурвал. Или 2, например. И почему-то считается, что это очень хорошо ходить туда к лебедкам и что-то делать. В самую плохую погоду, ночью, в шторм, в волну. Мне кажется, это для тех, кто ходит один или вдвоем, там, с дамой, с девушкой, с женой. Это, в принципе, идеальный вариант. Вещь номер 2, которая меня сильно бесит. Это штурвал. Почему он должен такой звук издавать, я не понимаю. На Беннету штурвал был беззвучен. При этом здесь Амель дважды проверял проблему. Они говорят, все нормально, там смазка есть, здесь все хорошо. Это просто штурвал композитный, внутриполый. И тем самым усиливает все звуки и вибрации. Мне кажется, так. Ну, сейчас уж я не буду ничего делать, а вот в Штаты вернусь домой, сразу все разберем и посмотрим. Может быть, поменяем штурвал. Вещь номер 2, которая меня очень радует, это, конечно же, отдельный, хорошо оборудованное, легко доступное машинное отделение. Все, что шумит, вибрирует, ну или там плохо пахнет, все здесь. И не просто здесь. Здесь много места, здесь можно спокойно подойти,
что-то поделать там. Вот доступ там к watermaker, вот доступ к насосу к водяному. Обслуживание мотора вполне удобно, генератор, все как бы есть, можно походить даже вдвоем, втроем, в принципе, если надо. И здесь все хорошо сделано. Один water intake на всю лодку через фильтр. И дальше разведено по всем остальным системам. Гениально. Такого я не видел ни на одной, в общем-то, яхте. Ни Ойстер, ни Халбер-Красе, ни Гарсия. Вот почему-то не догадались. Такие машинные отделения появляются на яхтах размером, не знаю, 70 футов. Почему не сделать? Загадка для меня. Почему надо менять масло в Бенету через спальную каюту? А когда работает мотор в Бенету, что? Все время пахнет немножечко, но пахнет мотором работающим. Третья вещь, которая, мне кажется, весьма сомнительной конструкции, это вот это отверстие. Ну, зачем это сделано? Чтобы по сертификации, если кокпит залит водой, он мог за минуту стечь. Таких отверстий два. Одно там и одно вон там. Там где-то вот. И в чем, собственно, проблема? На определенном курсе, скажем, порт так, с креном 20 градусов и на волне, в то сливное отверстие начинает попадать вода. И это все сильно резонирует в этой трубе. И такой канализационный звук. Включаю. Но Амель предложил гениальное решение. Вот оно. Этот коврик кладется, закрывает эту дверь, отверстие, и этого звука больше нет. Ну и предполагается, что если кокпит зальет, ее надо будет сдернуть, или она сама всплывет. И таким образом проблема решится. Следующая вещь, которая мне очень нравится, это, конечно же, вот эта storage locker. Все паруса, и Code Zero, и Gennaker, все умещается сюда. И даже место остается еще на один парус. Может быть, я симметричный спиннакер заимею однажды. И это только под паруса. На Мелде приходилось делать страшные вещи. Нести Code Zero из дальней каюты через всю лодку и ставить его сюда. При этом это был большой и тяжелый Code Zero. То есть это большая удобная часть. Ну и, конечно, очень радует вот этот задний рундучок. И это хранить все, что только можно. Здесь и батарейки от Динги, и все фендеры складываются, кабеля. Ну до чего ж удобно. Четвертое, что не очень нравится, это тугой штурвал. Ну, то есть вот влево, вправо. Иногда требуется какое-то определенное усилие. То есть пальчиком не покрутишь. Не, ну в принципе нормально. Я понимаю, почему так получилось. Ну, во-первых, два пера руля. Это раз. Во-вторых, кабели идут от рулевого туда-назад к рулям. Трение, наверное, где-то в этом месте. Ну и плюс два автопилота. И для такой яхты штурвал достаточно маленький по диаметру. И при этом у него очень большое передаточное число. То есть вот поворот столько, это поворот 5 градусов или 10 даже. Ну, в принципе, нормально. Ну, и тем более редко я им пользуюсь, потому что автопилот прекрасно справляется на всех курсах со своей задачей. Про автопилот можно вообще отдельное видео снимать. Четвертое, что мне нравится в этой лодке, это, конечно же, удовольствие от хождения под парусом.
Я вот очень переживал, что это электрические скрутки, все автоматическое, защищенный кокпит, автоматический грот, все это как-то скрадет ощущение от яхтинга, превратится во что-то изолированное от погоды, от ветра, от ощущений. Ничего подобного. Просто другой опыт. Наверное, даже мне больше так нравится. В море обычно вот эта часть у меня открыта. И вот сидеть здесь, наслаждаться волной, одно удовольствие. Вот за эти 3 месяца получилось попробовать, практически большой диапазон ветра. Самый сильный был, наверное, 42 где-то. В море мы поймали. И разная волна на разных курсах. Я офигительно доволен. Даже не сравнить с тем, что было раньше, Бенету 41. Это просто вот другое измерение совсем. Пункт 5. Чего мне не нравится, я так и не нашел. Я долго думал, к чему придраться. Ходил, смотрел и понял, что мне, в общем-то, пока придраться не к чему. 5-го пункта, что мне не нравится, не будет. Но 5-й пункт, что мне нравится, конечно же, расскажу. И это можно назвать одним словом – комфорт. Это и комфорт в море, и комфорт в марине, на якорной стоянке. Много места, само собой. Много места для хранения всего. Вот этих в лючках под полом все это storage. Штурмское место, мое любимое. Продублирован Чарльз Плоттер здесь. Не говоря уж о том, что вот эти мелкие яхтенные радости, такие как опреснитель, генератор, обогреватель топливный, как называется, fuel heat, да, там, если волна, то вот, пожалуйста, там брызги windshield wiper, щетки на лобовом стекле, всякого рода освещение. И хочешь освещение на конце бума, это освещение LED. Большой холодильник отдельный. Комфортно. Ну и такие радости, как телевизор, естественно, само собой. Индукционная плита, посудомоечная машина. 2 холодильника здесь, микроволновка. Как без этого? И, конечно же, хотите узнать, как мастер каюта себя чувствует. Она себя чувствует прекрасно. Несмотря на бардак. Здесь супер просто. Там мое рабочее место для всех митингов по работе. Даже такие вещи, как стиральная машина. Все тут есть. Яхта классно изолирована. И шума, и теплоизоляция. Здесь в салоне на ходу ничего не слышно. То есть там, может быть, чуть-чуть я слышу работу автопилота. Волна, так шуршит что-то и спать не мешает. На улице было 52 Фаренгейта. Сколько это по Цельсию? Что-то градусов, наверное, 7. Не знаю. Даже не заметили здесь. Даже не стали включать теплый обогрев. Настолько хорошо изолировано. Вот. Пока так. Я думаю, через какое-то время мне будет что сказать еще. А пока за эти 3 месяца мы прошли около 2000 миль. Это вдоль побережья Франции, около Ла-Рошеля. И сейчас мы на Гран-Канарии, Канарские острова. Что называется, I'm completely happy. Ничего не ломалось особо. Было 2 места, где протекал. Вот здесь протекал люк. Немножко и вода капала вот отсюда. И еще протекала где-то вот в этом соединении. И вода бежала туда. И здесь было тоже немножко сыро. Все это починили
в Марине Кашкай, Португалия. Авторизованный дилер Амель. Вопросов нет? На этом заканчиваю. Я думаю, через какое-то время еще сделаю один обзор. Расскажу поподробнее, как вообще, какие ощущения вообще от управления этим кораблем. И продемонстрирую все эти кнопочки, что они делают, зачем нужны.